Всем привет! В этом ролике буду выполнять стрижку Pixie Bob. Это будет универсальная модель, которая подойдет к любому типу лица. У меня вот такая болванка с натуральными волосами, я уже на ней экспериментировала много раз. И добралась вот до такого варианта. Помыла волосы и разделила их на зоны. Стрижку буду начинать с нижнего затылочного блока. В центре затылка выделяю прядь вертикальным пробором. Оттягиваю под углом 90 градусов и простригаю на желаемом уровне. Далее слева радиальным пробором я выделяю следующую прядь. Подтягиваю ее к контрольной и состригаю. Дальше делаю то же самое. Весь нижний затылочный блок я стригу в радиальных проборах. И каждая срезанная прядь будет являться контрольной для предыдущей. Оттягиваю прядь параллельно пробору и срезаю точно так же. Прядь должна быть такой толщины, чтобы был виден срез на контрольной пряди. На нижнем затылке я сначала создаю форму. И только после этого сделаю окантовку. Вы можете делать так, как вам удобно. Например, сначала сделать окантовку, а уже потом простригать, создавать градуировку. Во время стрижки нижнего затылочного блока важно, чтобы голова клиента была максимально наклонена вниз. Таким образом, угол натяжения пряди и оттяжка будут максимально правильными. После того, как я простригла всю нижнюю секцию, я прочесываю волосы немножко наверх и смотрю, есть ли у меня торчащие волоски. Если есть, я их срезаю. После проверки я начинаю делать окантовку. Здесь важно прочесывать расческой с мелкими зубчиками, потому что срез получится максимально точным. И все волоски тщательно вычешутся. Здесь я не делаю оттяжку пальцами, а просто хорошо прочесываю и фиксирую волосы расческой. Здесь я уже приподнимаю голову своей болванки и приступаю к стрижке среднего затылочного блока. Его я буду оформлять в диагональных проборах. Слева выделяю первую контрольную прядь. По уровню среза я ориентируюсь на предыдущую прядь с нижней затылочной секции. Эту секцию я стригу поочередно, прядь слева и прядь справа. Срез параллелен пробору, оттяжка тоже. И каждая срезанная прядь у меня будет являться контрольной для следующей. Такой формат стрижки можно делать вообще на любых волосах. Будь то прямые, густые, например, как на моей болванке, или на тонких, мягких, негустых, вьющихся, волнистых. Она получается просто идеально, ложится красиво, носится комфортно и укладывать ее достаточно легко. А еще такой формат стрижки идеально подходит женщинам с полным лицом. Например, когда приходит клиентка и просит сделать короткую стрижку, но при этом не сильно открывать лицо, не оголять какие-то проблемные его части. Будь то объемные щеки, скулы, тяжелая нижняя часть лица, двойной подбородок и так далее. Здесь форма стрижки получается настолько гармоничной, что визуально она нивелирует все эти недостатки, зрительно вытягивается профиль, тем самым создается общая пропорциональность. Периодически я проверяю баланс, чтобы удостовериться, что стригу ровно. Такую стрижку можно выполнять и в более коротком варианте, но, естественно, восприниматься визуально она уже будет несколько иначе. Что-то вроде короткой стрижки шапочкой. А еще ее можно выполнить в технике несведенных зон, например, на височных зонах. Волосы простричь значительно короче, а верхние пряди шапочки будут свисать на короткие волосы, и при этом не будет плавного перехода, но смотреться это будет гармонично. Только в таком случае затылок тоже придется состригать покороче. Если вы заметили, то форму затылка я не закругляю, но моя цель – получить немножечко скругленный затылок. Тогда почему я так стригу, спросите вы? Потому что мне кажется, что когда я дорабатываю квадратный затылок, уже на сухих волосах, закругления получаются более гармоничными. Пряди волос ложатся красивее. И вообще, когда я стригу любую стрижку, я всегда оставляю запас длины для доработки. Несмотря на то, что стрижка не считается длинной, укладывать ее можно совершенно по-разному. Ровно или зачесывать назад, делать какие-то локоны, кудряшки, завивать утюжками, плойками. На ней все смотрится прекрасно.
А еще, если у вас есть такие клиенты, которым всегда не хватает объема на затылке, вот эта техника стрижки именно на затылке позволит создать вот эту недостающую массу волос. Такая приподнятая форма, которая в профиль создает еще эффект лифтинга лица. Ну, визуально, естественно. Вот, я уже доработала свой средний затылок, подравниваю окантовку, чтобы все было ровненько. И буду работать с зоной макушки. Проверяю свою градуировку, мне все нравится, а вам? В динамике такая форма смотрится просто шикарно. Перепроверяю свою работу, лучше заранее сделать хорошо, чем потом переделывать. Вот этот квадрат с линией закругления головы у меня немножечко потом уйдет, когда после сушки я буду дорабатывать волосы. Но у меня здесь все ровно, ничего лишнего не торчит. Приподнимаю голову, чтобы она была ровна, потому что при стрижке верхнего затылка голова должна быть в ровном положении. Стричь макушку начну справа, диагональными проборами. Выделяю контрольную прядь, на схеме она выделена пунктиром. Простригаю ее, ориентируясь на длину нижней пряди. Пальцы держу параллельно пробору. И срез волос аналогично. Снова выделяю прядь волос, подтягиваю ее к контрольной и срезаю на ее уровне. Такими диагональными проборами я стригу весь блок. Каждая новая прядь оттягивается к предыдущей, которая будет являться для нее контрольной. Дальше я делаю перекрестную стрижку, чтобы удостовериться, что у меня все прострижено ровно. Для этого с противоположной стороны треугольника я выделяю прядь и стригу аналогично, как в первый раз. Если я в первый раз простригла все ровно, то у меня в перекрестной стрижке почти не вылезут волоски. Здесь у меня немножко вылезли, но я их срезала. Проверяю баланс, у меня все ровно. Здесь я приступаю к работе с височными зонами. Выделяю слегка диагональную прядь и простригаю ее по уровню затылка. На самом деле здесь длина волос может быть любой, но в разумных пределах, чтобы не деформировалась форма стрижки. Волосы оттягиваю перпендикулярно полу и срезаю параллельно выделенному пробору. Весь этот блок я простригаю с нулевой оттяжкой. Продолжаю линию затылка. Вот этот квадрат, который за ушками, как я уже сказала, он у меня потом уйдет. У меня получится более скругленный затылок, но при этом будет виден и сам квадрат. То есть получится такой квадратный круг. Ну, мне так нравится. Тут по окантовке на висках получается достаточно плотная линия, мы ее потом доработаем различными техниками среза, и поинтингом, и слайсингом, и начесом ножницами. На самом деле способов доработки прямыми ножницами, не филировочными, достаточно много. Если научиться умело использовать эти техники, то все будет чики-пуки. А если не научиться, тогда, наверное, будет пуки-чики. Дорабатываю уже второй височный блок, также в нулевой оттяжке. Когда я буду стричь фронтально-теменную зону, я височные блоки буду оттягивать немножечко наверх, тянуть те волосы, которые дотянутся, и срезать их. Таким образом у меня получатся небольшие слои на височных зонах. Если волосы тонкие, то такой прием делать не обязательно. Можно просто простричь фронтально-теменную зону, не захватывая височные блоки. Вообще, перед тем, как делать любую короткую или многослойную стрижку, лучше проверить густоту волос во всех зонах головы. Локально по голове густота волос может отличаться. И поэтому, чтобы не застричь волосы там, где их немного, лучше заранее осмотреть их рост и другие особенности. И вот я уже приступила к фронтально-теменной зоне. Контрольную прядь я беру с зоны макушки. Вдоль по центрально-вертикальному пробору я выделяю тонкую прядь шириной не больше 1 см и простригаю ее с оттяжкой вверх. Делаю срез на удлинение к лицу, чтобы не потерять форму и длину волос, которые мне понадобятся, когда я буду дорабатывать стрижку. Пряди у лица я оттягиваю немножечко назад. Как видите, прядь получается по вертикали широкая, поэтому я ее стригу дозированно. То есть сначала одну часть, потом подтягиваю к ней другую, и так до самого лба.
Здесь я каждую новую прядь подтягиваю к уже срезанной. Таким образом, каждая простриженная прядь будет являться контрольной для следующей. Здесь важно контролировать натяжение пряди, оно должно быть таким чувствительным. Хорошее натяжение у нас получается только до вторых фалангов пальцев. Дальше волосы просто проскальзывают. Поэтому, когда стрижка предусматривает максимально точный срез и прямые линии, тогда срезаем только до вторых фалангов. Здесь я потихоньку приближаюсь к височным зонам и прядь за прядью буду подтягивать их наверх, то есть те волосы, которые дотянутся до среза, остальные оставлю, так как окантовка на висках уже сделана. Когда мы стрижем фронтально-теменную зону, голова клиента также должна находиться в ровном положении. В общем, положение головы клиента всегда должно быть под контролем мастера. Если в процессе стрижки волосы подсыхают, их обязательно нужно смачивать. Влажные полусухие волосы имеют разные свойства растяжки. То есть, когда мы натягиваем прядь, влажные волосы растягиваются лучше, нежели сухие. И если стричь волосы в разном состоянии, то в процессе сушки мы можем увидеть различия в длине. И будем удивляться, откуда это. Также важно смачивать не только волосы, но и проборы. При стрижке они должны быть хорошо размягчены. А еще лучше в процессе использовать не обычную воду в пульверизаторе, а несмываемые увлажняющие средства. В профессиональных брендах их достаточно много. Несмывашки на водной основе в виде крема больше подходят для тонких волос, сухих, пористых. Такие несмывашки не утяжеляют волосы и не создают эффекта грязных волос. А еще они в процессе стрижки отлично выглаживают поверхность волоса и облегчают работу парикмахеру. Легко стричь даже длинные волосы. Они не путаются во время прочесывания, прекрасно натягиваются и приятные на ощупь. Если волосы сухие и жесткие, тогда больше подойдут несмывашки такие более силиконовые, на масляной основе. Такие средства придадут сухим волосам мягкость, послушность, блеск, пластичность. Здесь я стригу уже вторую половинку фронтально-теменной зоны. Параллельно контрольной пряди выделяю следующую прядь, которую оттягиваю главной, то есть контрольной. И делаю точно такой же срез, который удлинит волосы к лицу. Стрижки боб – это самые актуальные стрижки во всем мире. Базовый боб никогда не выйдет из моды. Это такой классический вариант в одну длину, либо градуированный без челки, с длиной чуть ниже подбородка, ну, либо до ключиц. То есть длина в классическом варианте может варьироваться. В этом году варианты классического боба особенно актуальны. Они могут дополняться различными вариантами челок, градуировками, слоями. Резкое удлинение к лицу по окантовке в этом году следует избегать. И вообще, на мой взгляд, такие бобы, когда идет резкое удлинение к лицу и слишком короткий затылок, это самый неудачный креатив среди бобов. Получается такой резкий внешний дисбаланс, который никого не украсит. Я уже почти заканчиваю и подтягиваю височные зоны, но они уже не подтягиваются. Теперь я прочесываю волосы вниз в обе стороны и создаю окантовку. Выделяю прядь, прочесываю ее вниз и срезаю лишние волосы на уровне окантовки. Когда мы стрижем верхние волосы, то натяжение уменьшается. То есть не стоит сильно тянуть пряди вниз, потому что в процессе сушки волосы укорачиваются. Это всегда стоит учитывать. Кстати, есть клиентки, у которых торчат ушки, так выражено. Это обязательно стоит учитывать, и в зоне над ухом следует уменьшить натяжение пряди. Уменьшать натяжение пряди нужно еще в самом начале стрижки височного блока. Когда мы выделяем первую прядь на виске,
Оттягиваем ее вниз и тут же обратной стороной расчески обушком слегка надавливаем на натянутую прядь над ухом, как бы прижимая эту прядь к голове, коже головы. Таким образом натяжение ослабится, а срез получится максимально правильным. Если не учесть эти особенности с ушками, то когда мы просушим волосы, то можем увидеть такие дыры или неровности по окантовке. То есть мы увидим такой зигзагообразный срез. Я уже практически сделала большую часть работы. Дочесываю и достригаю верхние пряди и буду приступать к сушке. Вот такая красотка у меня в промежуточном варианте. Теперь мне нужно хорошо просушить волосы. Сушу я в естественном варианте и практически не использовала брашинг. Слегка вытянула, чтобы мне было легче дорабатывать. И моя стрижка без доработки выглядит вот так. Сейчас буду над ней колдовать. На моей болванке толстые густые волосы азиатского типа. Они торчат в переходах, если их не дорабатывать. Поэтому здесь я буду использовать разные техники, чтобы достичь максимально идеального результата. Сейчас я использую поинтинг, чтобы разбить плотные линии, убрать плотные переходы и добиться максимальной плавности, чтобы верхние волосы как бы вливались в нижние. Также мне нужно уменьшить объем и массу волос в нижнем блоке затылка. Мою болванку производители сделали максимально натуральной. У нее есть седые волосы, нестандартный рост волос и вихры. Все как на живой голове. Я ее красила, обесцвечивала, делала сложное окрашивание. Также тестировала на ней состав для долговременной укладки и тестировала разные оттенки темных красок. Дорабатываю стрижку попрядно. Если вижу, что нет никаких сложных нюансов типа вихров или нестандартного роста волос, тогда выделяю прядь также в таких же проборах, как и стригла. Сейчас делаю начес ножницами для того, чтобы добиться максимальной воздушности от корней. Доработанная разными техниками стрижка не будет требовать сложных мучительных укладок, то есть клиентка дома самостоятельно легко сможет укладываться. Зону макушки я буду дорабатывать радиальными проборами в технике поинтинг, точечный срез. Прорабатываю концы примерно на четверть длины, стараюсь добиться максимально легкого результата на концах. В таком случае волосы на макушке лучше будут держать форму. Здесь у моей болванки нестандартный рост волос, немножечко наискосок, поэтому я дорабатываю техникой начес ножницами. Подхватываю прядь и снизу прорабатываю ножницами. Полностью полотно ножниц я не смыкаю, иначе бы все срезала. Здесь я делаю слайсинг. Скруглила немножечко квадратный затылок. Длина волос там ушла, и поэтому у меня получилась вот такая красивая окантовка. То есть сам квадрат остался, но масса волос стала более гармоничной, а форма немножечко скруглилась. Теперь мне нужно доработать височные зоны. Там линия достаточно плотная, я с ней работаю. Мне нужно ее доработать так, чтобы волосы сами по себе направлялись внутрь, а также разбить эту толстую массу волос снизу. В доработке я всегда стараюсь комбинировать разные техники. Не упираться во что-то одно, а сочетать подходящие методы. В зоне над ухом у моей болванки большая скученность волос, поэтому я ее дорабатываю и начесом ножницами, и немножко поинтингом. И вот я закончила. Такой результат у меня получился. Друзья, спасибо, что досмотрели мой ролик до конца.
Пишите в комментариях, какие стрижки вы бы хотели увидеть. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк, чтобы я узнала об этом, а также подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Всем пока-пока!